Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Вот прямо сейчас все вживую, как есть, как видите, как слышите. Евгений Мураев на связи. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Подтверждаю, прямой эфир без купюр. Да, друзья, как всегда, прямой эфир – это возможность пообщаться максимально с вами. Ваши вопросы можно оставить в сообществе YouTube, в клубе зрителей Шелест и в чате трансляции. Но в чате трансляции в самом финале желательно, потому что чат летит, все вопросы улетучиваются. В общем, обязательно пообщаемся в финале с вами вживую, как говорится, и на ваши вопросы обязательно дадим или попробуем дать ответ, потому что вопросов накопилось много и событий очень много сейчас. Начнем с опроса сегодняшнего эфира. Звучит он следующим образом. В чат трансляции переходите, и там можете проголосовать. В конце подведем итоги. Живы ли мирные переговоры по Украине? Вышла Анна Паулина Луна и говорит: слушайте, да нормально все. Нормально, живы переговоры, все хорошо. Да, там России не нравится Анкоридж, но все хорошо. Но представляете, как вышла и заявила. И Зеленский в своем турне, которое мы сегодня обсудим, заехал в Эстонию, и там эстонец выходит и говорит: слушайте, так летом может все закончиться, надо быть готовым давить на Россию, поэтому все и активизировались. Короче, вот такой вопрос. Живы или нет переговоры? Как вы думаете, как вы видите? Варианты. Да, Штаты не отдадут переговоры Европе. Второй вариант. Живы, но теперь главное ЕС и Британия. Третий вариант. Они в коме. Братья работают до ноября. После ПМЭФа, где, в общем-то, эта вся история, которую мы тоже, я попрошу высказаться Евгения Владимировича по поводу Абрамовичей, писем и всего остального. То есть вот это вот произошло, и говорит: работайте, братья. Только это до ноября. И примерно все понимают, что в ноябре уже будет воевать не вмоготу, будет зима, и будет совершенно другой калинкор, и поэтому, в общем-то, до ноября будет война. И четвертый вариант. Все-таки нет на питерском форуме. Переговоры, как таковые, похоронены окончательно этой фразой «работайте, братья». Вот такие 4 варианта. Давайте с этого начнем. Согласны вы с Анной Паулиной Луной, что, ребята, да, все нервно, но все живо? Абсолютно согласен. И с Аланом Харрисом, который президент Эстонии, да, согласен тоже. По одной простой причине. Дорогие друзья, во-первых, переговоры, поверьте мне, не прекращались, наверное, ни на одну минуту. Просто они могут носить скрытый характер, да, есть и челноки, как оказалось, в виде Абрамовича, есть и постоянно работающие группы, и связь, которую поддерживают и спецслужбы государств, и межправительственные органы, да, которые создаются для ведения таких переговоров, как Институт спецпредставителей и так далее. Поэтому, на самом деле, мы с вами неоднократно обсуждали, да, что есть сценарий, он должен развиваться, должен быть эпогея этой феерии, да, должна быть вот трагедия, да, с финалом. То есть все развивается по законам театрального жанра. И все заявления, которые делает Трамп, заявления, которые делает Зеленский, абсолютно это подтверждает. Вот касательно, Александр, того, что вы говорите, Европа каким-то образом там пытается удержаться и выполнять посреднические функции. Она не может быть посредником по одной простой причине, потому что это участник конфликта, при этом полноценный участник конфликта, который финансирует, который выделяет системы вооружений, который закупает системы вооружений, которые производятся в Соединенных Штатах Америки, и которые, как мы видим, да, выдвигают условия, которые абсолютно неприемлемые в первую очередь для Российской Федерации. Она об этом неоднократно заявляла. Поэтому если мы будем анализировать слова, которые сказал Путин во время питерского форума, да, то надо помнить контекст этого заявления. Это был ответ на открытое письмо Зеленского, которое было выдержано в абсолютно хамских тонах, да, но я считаю, было направлено исключительно на то, чтобы сорвать личную встречу Путина и самого Зеленского, да, на которой, я думаю, настаивают Соединенные Штаты Америки как на одном из этапов, да, по достижению мирных договоренностей. Поэтому Зеленский его выписал в таком формате, принять которое было невозможно, и в попытке свернуть на недоговороспособность России, Путина, да, и втянуть Соединенные Штаты назад в процесс финансирования военных действий и поддержку украинского режима. Но я думаю, что договоренности, которые
достигнуты между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, Соединенными Штатами и Китаем, намного выше и значительно важнее для Соединенных Штатов, чем их взаимоотношения с европейскими государствами, с Великобританией в частности. Да. И вот совершенно недавно, вы же слышали новости, да, в Великобритании, что у него полностью выведен из строя подводный флот, да, который нуждается в долгосрочном ремонте. В общем, так или иначе, то, что мы с вами, Александр, обсуждали, ни Великобритания, ни Франция, ни Евросоюз в целом не являются больше геополитическими игроками ни в экономическом, ни в военном, ни в технологическом смысле. И поэтому договоренности проходят без них, и за стол переговоров их не пустят. Да, вполне возможно, они будут мешать, они будут использовать Украину как карту, да, дестабилизировать ситуацию на материке и пытаться таким образом тоже колуарно, в первую очередь, интересуют цены на энергоносители. А мы с вами тоже обсуждали, что один, я думаю, из главных аспектов переговоров в Анкоридже это было как раз создание энергетического консорциума и взятие промышленности и экономики Европейского Союза под контроль Соединенных Штатов, да, путем поставки энергоносителей по цене, которая устроит и Россию, на которой заработают Соединенные Штаты, выкупив, да, газопроводные, трубопроводные системы, которые еще могут быть использованы для поставок российского газа в Европу. Ну и тогда, соответственно, сейчас европейцев интересует, я думаю, в первую очередь это, потому что после ситуации на Ближнем Востоке, Ормузского кризиса, да, оголилась вся несостоятельность европейского благополучия, да, которое раньше на самом деле существовало только за счет дешевых энергоресурсов. Ну, смотрите, вы Сейчас, вы неоднократно об этом говорите и как бы напоминаете всем, что есть этот план выкупить северные потоки, и, может быть, если это помнить, да, что есть такие разговоры, что друг бизнесмен Трампа покупает Северный поток, качают через Северный поток российский газ, и зарабатывает Америка, зарабатывает Россия, европейская. То есть, если это помнить, тогда может быть понятнее становится, например, выражение Путина на форуме о том, что там, можем хоть завтра начинать поставлять, да, некоторые как бы у них нет увязки, что как так, мы тут воюем, тут война такая, тут ужас, что происходит, там по логистике, по ударам по гражданским объектам на неподконтрольной украинской территории, в тылу глубоко, поэтому же Санкт-Петербургу бьют, не без участия европейцев, а мы тут готовы поставлять газ, то есть все как бы немножко не понимают, о чем речь. Если это как бы напоминание помнить, можно понять. Но давайте все-таки не будем столь... Саша, давайте это еще раз артикулируем. Да? Это одна из причин, почему должна закончиться война. Эту зиму не переживет не только украинская энергетика, да, но и энергетика Европейского Союза, если цены на энергоресурсы, если их объем на европейском рынке не вернется к нормативным. Потому что на сегодняшний день все газохранилища Европы пусты, они наполнены в 2 раза меньше нормативного объема, чем предполагалось там, в прошлом году, в позапрошлом. Да? И если не возобновятся поставки там, в большом объеме, начиная с сентября, это возможно только при помощи трубопроводного, да, способа поставки, потому что перевалка, инфраструктура для доставки сжиженного газа, да, она обладает определенным граничным объемом. И даже если сейчас возобновятся поставки в полном объеме, сама перевалка не справится с объемом, который необходим Европе. То есть выход из этой ситуации – это только окончание конфликта в Украине, снятие санкций, разрешение качать газ, да, по газопроводам, и вы забываете газотранспортную систему Украины, она тоже будет играть ключевую роль, и вполне возможно, она тоже будет принадлежать Соединенным Штатам. Возможно, это будет консорциум, о котором когда-то говорили, и туда войдет не только предприятия Соединенных Штатов, да, коммерческие структуры, но и европейских государств, что было бы логично. Вот это, я думаю, как раз и есть сейчас главный вопрос, который обсуждается между спецпосланниками, между представителями Европейского Союза, и поэтому такие заявления и звучат. Они понимают, что они просто не переживут эту зиму. А значит, нужно урезонивать требования Украины, соответственно, нужно спускать планку требований, которые выдвигал Европейский Союз, Великобритания.
и договариваться с Соединенными Ну так Штатами в этого не первую очередь. происходит. Вы вот смотрите, Почему не вы очень происходит? правильно подметили, что это сентябрь. То есть надо летом как раз-таки все и сворачивать, да, как президент Эстонии говорил. А Зеленский вообще вышел сегодня в Таллине, сказал, что, ой, июнь, июль, решится очень многое. То есть такое решающее лето в войне, представляете? Тут как бы все ложится удачно в эту канву. Но ну, Стармер, Макрон и Мерц чего написали? Говорят, закончится война, контингенты будут, активы никто не будет размораживать. И вообще, как бы, ну, такие условия, знаете, очередные хотелки. Как вы оцените визит Зеленского в Лондон к королю? Он, оказывается, с ним почти одинакового роста. Это всех поразило, когда Подрос. ну, подрос. Знаете, вот это, ну, мы так шутили, я помню, с детства еще, да, там есть такое, там, ты чипидрис, ну, вот это вот, чипидрис, ты что ли подрос, вот это, ты чипидрис, вот это, ну, вот он подрос, до короля, так сказать, тянется по росту. И вот этот вот момент, это ведь очень важно сейчас. Они, наоборот, не сбивают планку, а принимаются говорить, что давайте круче, жестче. Вот такие условия завершения войны. Евросоюз, ну сейчас Урсула выходит в момент нашего эфира и говорит новый пакет санкций, и компании, и криптобиржи, и танкеры, и физические лица. То есть, когда вы говорите о том, что санкции она будет снимать и качать газ, а Европа делает все в точности наоборот. Это, знаете, как из той серии «Говорите и вы». Да, во-первых, это надо сделать. Во-вторых, Саш, вы вспомнили бородатый анекдот про Чипидриса, а я вспомнил очень старый фильм. Помните «Полицейская академия»? Там был замечательный бар «Голубая устрица». Вот эта встреча в Великобритании Макрона, Стармера и Шольца вместе с Зеленским, да, ну, друзья мои, смотрите, миром правят люди нетрадиционной ориентации, да, и нетрадиционных ценностей. Поэтому, в общем-то, все так и происходит. Но давайте обратим внимание. Смотрите, Зеленский нелегитимный президент. Макрон оканчивает свою каденцию, да, абсолютно хромая утка с четвертым правительством, да, с кризисом, который происходит во Франции. Вопрос Шольца, да, вернее, его пребывания, подождите, Мерц, да, в роли канцлера тоже вызывает большие опасения. И сейчас идут переговоры о том, что эту фигуру будут менять. Но я напомню, сколько их поменялось за украинский кризис. Да? 3. В Великобритании 4-й премьер, который тоже имеет рекордно низкие рейтинги. Да? И идет обсуждение о смене кандидатуры на нового премьер-министра Великобритании. Поэтому на самом деле встречаются люди, которые не влияют не только на внешнеполитическую ситуацию, ну и тяжело справляется с внутриполитической. Поэтому, по сути, это отставной козырь-барабанщик. Да? 4 человека, уходящие в туман. И, в общем-то, от их решений не сильно будет что-то дальше зависеть. Касательно Великобритании. Обратите внимание, все решения там принимаются консенсусом. И не успел смениться Орбан, да, и непокорная Венгрия, как сегодня Болгария заявила о том, что новое правительство приняло решение прекратить поставки боеприпасов Украине, да, и, как писали многие средства массовой информации, пришло правительство, которое исповедует пророссийский курс. Да. Это условно победила на выборах в Болгарии пророссийская партия. Причем победила весьма разгромно. Но я не считаю ее пророссийской, я разбирался, да, с постулатами идеологии этой партии. Я могу сказать, что она имеет просто крайне правый вектор, ставит под вопрос целесообразность, да, брюссельского поведения, имеется в виду брюссельской бюрократии, принятия решений, да, в том числе и в поддержке украинского кризиса, да, и участие в нем в полной мере и финансово, и экономически, и за счет поставок систем вооружения, которые необходимы самой Европе, особенно на фоне выхода Соединенных Штатов или возможного выхода, да, из НАТО, в любом случае сокращение своего присутствия в Европе. Поэтому любое крайне правое движение той или иной политической силы там трактуется, в общем-то, как в Украине всегда трактовалось как пророссийское. На самом деле это штамп. Люди занимают позицию исключительно суверенных интересов своих государств, но они зачастую расходятся, в том числе и с требованием Урсулы фон дер Ляйен, да, которая, если вы обратите внимание, как она избирается на главу там, Еврокомиссии, да, вас это немножечко удивит. Да, к этому не имеют отношения граждане
европейских государств, и поэтому ее мало чего интересует с точки зрения представления интересов или выполнения представительской функции власти. Да? То есть это условный конструкт, который выполняет задачи, продиктованные глобалистами, да, преследует их интересы, ну и в первую очередь отражают интересы Великобритании. Великобритания хоть и вышла из Европейского Союза, да, но продолжает влиять на его решения через вот таких товарищей, которые были в Великобритании на этих выходных во время встречи, имеется в виду через Макрона, через Мерца и других. Ну и, естественно, Кайо Каллас. Поэтому, дорогие мои друзья, еще раз, да, если ситуация в Европе будет ухудшаться, а на фоне продолжающегося энергетического кризиса, опять-таки, недостаток мощностей, да, в перевалке жирного газа, им придется обращаться к Украине, то вариантов тут будет немного. Либо придется заканчивать войну, чтобы снять санкции, либо снять санкции, не заканчивая войну. Ну, тут будет два вопроса. Да, пойдет ли на временное прекращение санкций Российская Федерация для того, чтобы снять очаг напряжения, да, и сохранить политическую стабильность, в том числе внутреннюю, да, в Европейском Союзе. Насколько я помню, да, Путин уже делал заявление о том, что мы не будем дожидаться окончательного запрета на поставку наших энергоресурсов и прекратим поставки, да, там, условно, в этом году. То есть он понимает, что это рычаг давления, и сейчас как раз то окно возможностей, о которых все говорят, все понимают. Саш, мы с вами это обсуждали, да, и сейчас проговариваем так подробно, чтобы понимали ваши зрители, мои зрители, да, не переживали относительно громких заявлений о том, что там война будет длиться еще 2-3 года, и объясняем, почему она не может продолжаться. Ну, Точно так смотрите, же и России тоже не может выгодно продолжаться. закончить этот конфликт. Она не может, но она продолжается. И сейчас мы на стадии достаточно острой. Вот вы говорите, что это какой-то рычаг, газ, что нужны трубопроводные мощности. Ну вот смотрите, какая очень интересная, скажем так, комбинация проворачивается Европой. Нигерия, Нигер, Алжир запускает трубопровод. 4000 километров длина, 30 кубических, 30 миллиардов, в общем, 30 кубов, да, вот этих там. Я напомню, что в лучшие времена Украина 90 качала. Ну, это был такой период. Нет, Саша, в лучшие времена Украина качала 200, на самом деле, со времен Советского Союза. У нас с вами Дальше разные лучшие времена. Ну, все, смотрите, лучшее, да, то, что качалось через Украину, на самом деле, и мощности, которые были задействованы, они, конечно же, были при Советском Союзе. Потом началась политика диверсификации, да, скандинавские страны очень много качали в Европу, были построены другие газопроводные системы. Просто всегда Россия качала и поставляла газ в Европу значительно ниже рыночных. То есть, по сути, это было результатом, да, поражения Советского Союза в холодной войне и попыткой сохранить России свой суверенитет, да, получить доступ к технологиям, интегрироваться в европейское пространство. Ведь об этом же неоднократно говорил Путин и рассматривалось вступление и в НАТО, и в Европейский Союз, и Большая Европа, и выстраивались прагматичные отношения, если вы помните, были и с Меркель, и на самом деле с Олландом, и с Венгрией. То есть если бы не конфликт в Украине, то вполне возможно объединение в рамках Большой Европы, против которого выступала всегда Великобритания, и почему она поддерживала, в общем-то, Зеленского в продолжении конфликта, срыве выполнения стамбульских договоренностей, да, потому что и им это невыгодно, они превращаются в задворки. Пока имеют определенное влияние и политическое, и уже экономического особо не влияет, но за счет компроматов, сильных спецслужб, документирования, да, отдельных политиков и их детей, то есть влияет на многие процессы не только в Европе, но и в Российской Федерации. А чего кривить? Это же тоже очевидно, потому что иногда некоторые решения не подвергаются никакой критике и, в принципе, не имеют логичного объяснения, кроме того, что кто-то внутри работает не на интересы государства. Да? Но в любом случае, смотрите, наши интересы лежат в плоскости восстановления рынков. Рынки, как относится к нам Европа? Европа нам показала, да, подписав с нами договор об ассоциации, ограничив наши экспортные возможности квотами и
стандартами, да, и, соответственно, сейчас, ограничивая нашу металлургию, сельское хозяйство, если вы помните, как они блокировали транзитный коридор сухопутный через европейские границы, когда был заблокирован морской экспорт у Украины, да, то есть мы видим, что отношение к нам весьма, мягко скажем, не партнерское. И, соответственно, тогда нам надо искать рынки, а их больше немного, да, то есть есть африканские страны поставки моря, есть рынок стран бывшего СНГ, да, и если мы его вернем, то, в принципе, все наши критичные технологии могут быть востребованы. Говорю уже прямо, без всяких вздохов, потому что все равно нам скоро придется принимать решения. Подождите. Ну, какие технологии Саш, остались в смотрите, Украине? вы на самом деле очень недооцениваете Украину. Да? То есть я на сегодня, находясь в Китае, могу сказать, что есть запрос по технологиям, да, многим различных товаров, которые производятся в Украине. Это и двигатели, это и газотурбинные двигатели, имеется в виду авиационные, это и морские газотурбинные двигатели, это и куча электронного оборудования, которое производит ряд компаний, которые не имеют аналоги в мире, я сам был удивлен. Скажу объективно, когда китайцы просили построить отношения с теми или иными компаниями, я спрашивал, почему Китай, находясь на таком уровне технологического развития, не может повторить, да, или сделать что-то лучше. Они говорили, что это как раз тот удачный опыт, когда передовые разработки Советского Союза были доработаны квалифицированным персоналом, да, и сейчас является на самом деле передовым в различных отраслях. И в Украине это есть. Плюс не забывайте, у нас была и ракета, и судостроение, есть инженерная школа, есть определенные наработки, которые еще, возможно, Зеленский не распродал, хотя я слышал, что сейчас идет борьба, в первую очередь, за интеллектуальную собственность всего того, что есть на Южмаше. За это борется вроде бы группа Зеленского, да, группа Арахами борется за то, что есть на Моторсече, да, то есть, по сути, воруя интеллектуальную собственность, которая принадлежит коллективам этих предприятий. Да, мы помним, что завод был незаконно отжат у Богуслаева. Богуслаев находится в тюрьме уже в СИЗО 4-й год. На самом деле, ну, вот представьте, его обвинили в измене родине, да, и за 4 года его нахождения в СИЗО не могут это доказать и вынести приговор, да, то есть он находится в следственном изоляторе. Но мы же понимаем, что это просто дело, которое шито белыми нитками, и это было необходимо для того, чтобы взять под контроль его предприятие. Вот, поэтому на сегодняшний момент в Украине достаточно всего того, что при правильном подходе может генерить нормальный доход. Но, Саш, первое даже не то, что мы делаем конкурентную продукцию. Первое – это вопрос, куда мы это сбываем. Европа, да, закрывается пошлинами, закрывается элементами и механизмами, да, лоббирования компаний, которые находятся либо внутри Европы, либо в Соединенных Штатах, да, как главного союзника по НАТО, и, естественно, закрывает вход для товаров, которые производятся в странах, которые не относятся к этому альянсу. Соответственно, нам нужно искать рынок, который я всегда говорил, за который ратовал, да, это рынок, в первую очередь, стран СНГ, это рынки Африки, это рынки Латинской Америки, это туда, куда мы должны развиваться. Да? То есть в рамках БРИКСа на сегодняшний день я вижу максимальную перспективу, и поэтому мы тоже должны понимать, что нам выгодно в результате вот этих переговоров и окончания этого конфликта. То есть чем быстрее мы придем к этому пониманию, да, чем меньше будет криков по поводу того, что нас, ну, вернее, лжи откровенной, что нас ждут в Европейском Союзе и нам будут помогать, тем легче нам будет разобраться с теми долговыми обязательствами, которыми мы обросли, и которые на нас, как ярмо, навесил Европейский Союз под руководством Зеленского. Вы вспомнили об Арахаме и Зеленском. А что произошло с Абрамовичем? Сегодня было интервью с прессой, общался, потом в печать это все пошло, где Зеленский там рассказывал, ну, всякого разного. В принципе, ничего нового особенно, да, такого, сверх каких-то таких моментов. Sky News давал интервью. И вот Guardian с его слов записали. Так там вообще очень интересная история получается. Значит, приезжает к нему Абрамович. У нас загадка, кто просился. Ну, то есть,
Путин рассказал, что Киев позвал. Его позвали в Киев. Зеленский рассказывает, что он там что-то передал от Путина, хотел что-то в ответ. И, в принципе, я вчера показывал в шуме этот его пересказ. Очень интересный, кстати, пересказ. Ничего не понятно. То есть видно, что путает следы как раз-таки Зеленский. И вот он так-то путано, скомканно об этом рассказал. В том плане, что приехал Абрамович и сказал: Россия готова. На что готовы вы? Он сказал: ничего не отдадим, никакого Донбасса, ничего не дадим, вот это вот все, как бы нет. И все, и в общем они разошлись. Но проходит полдня, ну или вечер, давайте так. Это все дошифровывают журналисты Guardian и выпускают материал, что Зеленский, оказывается, у него деньги требовал. Ну ты ж, Абрамович, Челси продал, эти деньги должен отдать нам. Более того, потом дальше это все развили в заявление предложения, мол, уважаемое британское правительство, а заберите у Абрамовича деньги, потому что это ваши деньги. Ну, а ваши, значит, наши. Наши, значит, ваши. Ну, то есть, как бы, вот это унижение Абрамовича. Во-первых, я на пальцах рассказывал недавно, что это вскрыли Абрамовича. Там несложно догадаться, что это был Абрамович, это Абрамович. Как раз-таки с украинской стороны, не с российской стороны. Там говорили, какой-то крупный бизнесмен. Ну, все примерно поняли, но фамилию-то назвала одна сторона, украинская. То есть его деактивировали, его переживали, выплюнули, а дальше еще и, знаете, из расстояния, из-за лужи, из Туманного Альбиона еще и поплевывают на него. Слушайте, ну, что это за ситуация, о чем она нам говорит? Саш, я увидел ситуацию совершенно по-другому. То есть, ну, то, что это был Абрамович, я с вами соглашусь полностью. И я напомню, что он уже играл ключевую роль в переговорах, в первую очередь относительно Азовстали, сдачи тогда в плен Азова, да, и остальных вооруженных сил Украины, вернее, подразделений, которые были на территории металлургического комбината. Потом, если помним, да, экстракшн, который требовали руководители Азова, он таки произошел, и на самолете Абрамовича, если я не ошибаюсь, да, руководители националистического батальона были вывезены в Турцию, да, он им дарил там айфоны, ну, всякая такая непонятные вещи происходили, да, но тем не менее это общеизвестная информация, поэтому, значит, он обладает определенным каналом коммуникации и с первыми лицами России, с первыми лицами Украины. Соответственно, у него есть уже успешные кейсы, в результате которых Медведчук был освобожден и обменен, вы помните, да, на 200 азовцев. В общем, так или иначе, я думаю, что это его дипломатические способности договаривать. Теперь давайте разбираться, как все это происходило. Да? То есть изначально Абрамовича никто не светил, изначально никто не обсуждал Челси. Да? Это произошло после того, как в сеть попала информация о том, что Арахамия беседовал с Путиным. Да? И это произошло где-то в этом же интервале. А что это означает? Это означает, что, скорее всего, этот телефонный звонок и связь напрямую организовал Абрамович, да, соответственно, что полностью перечеркнуло интересы Зеленского. Чего Зеленский боится? Смотрите, он боится одной понятной вещи. Весь мир понимает, что он нелегитимный, и его легитимность держится исключительно на штыках украинской армии и на рукопожатности европейских государств, которые делают его субъектом. Да? То есть, встречаясь с нелегитимным президентом, принимая его по протоколу президента, они его де-факто легитимизируют. Хотя находится он на своем посту с нарушением действующего законодательства Украины и, самое главное, основного ее закона, Конституции. Кто на сегодняшний день может быть легитимным представителем для подписания мирного соглашения? Ну, это, конечно же, глава Верховной Рады, да, на сегодняшний момент. Это Стефанчук, но это временная история. Понятно, что Стефанчук не является фигурой, которая влияет на какие-то внутриполитические процессы. Да, это номинальная кнопка, абсолютно бессловесная, которая редко чего-то говорит. Да, было одно интервью, когда он себя охранил и сказал, что он ничего не будет подписывать и так далее. Сделал это в угоду Зеленскому. В остальном вы больше ни его комментарий, ни слов не слышите. И это в первую очередь, да, ну, как бы политика, которую проводил Ермак. Все должны быть бессловесные, да, единственный голос от лица государства должен принадлежать Зеленскому, чтобы таким образом купировать любую его политическую оппозицию или конкуренцию.
Так вот, на сегодняшний день вместо Стефанчука может быть выбран любой депутат Верховной Рады. И Ну, то кто же есть, это может быть? то Вот есть тот давайте же прикинем. Арахамия. Смотрите, во-первых, мы знаем с вами, да, и это, наверное, ни для кого не секрет, что Арахамия имеет второй паспорт Соединенных Штатов Америки, да, является его гражданином, более того, управляет парламентом. И при желании может быть избран его спикером в одно мгновение, чтобы выполнить задачу и договоренности, которые достигнуты между США и Россией. И когда это узнал Зеленский, да, когда это просочилось, начались вот эти вот все выкрутасы. Да, он начал обвинять Абрамовича во всем, начал рассказывать, что, начал пытаться тянуть на себя одеяло, играть дальше роль не просящего Че Гевару, а плюс еще, когда обиделся на Абрамовича, что тот за его спиной, наверное, передал трубку, организовал диалог между Путиным и Арахамией, понял, что копают под Зеленского, и начал требовать у него выплату за Арсенал, да, и, соответственно, обратился к Челси королю, только, не да, или там Арсенал, правительству Челси. Великобритании. Это важно, Челси. Знаете, мелочная, криворожская такая мстя. Да. Вот в лице Зеленского, да, который четко понимает, что если он сейчас не пойдет на болезненные компромиссы, а болезненные компромиссы будут означать его нулевые перспективы в политическом дальнейшем процессе, который будет в Украине, его поменяют на кого-то, да, в частности, на Арахамию. И Арахамия это будет самый, наверное, реальный, самый болезненный и самый удобоваримый для всех вариант с точки зрения ведения переговоров. Если вы помните, он был во всех переговорных группах и в Гомеле, и в Стамбуле. Если вы помните, именно от него мы узнали информацию о том, что именно Борис Джонсон сказал: давайте просто воевать, да, и прекратились все договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле, хотя, в принципе, мы, смотрите, на сегодня обладаем информацией, что, в принципе, все, кроме Зеленского, имеется в виду и Буданова, и Арахамия, а можно считать это одной группой на сегодняшний день политической, да, готовы к компромиссам по выходу из Донбасса, но не готов Зеленский, поскольку, во-первых, у него есть требования Великобритании не заканчивать конфликт, а во-вторых, потому что он в первую очередь опасается за свое политическое будущее, потому что от него зависит его личная безопасность, безопасность наворованных им денег, да, которые находятся, я думаю, в том числе и в Великобритании, в банках Франции, соответственно, так или иначе могут быть реквизированы у него, а для него это наивысшая ценность, да, а не жизнь украинских граждан. Поэтому все то, что происходило, Саша, я бы рассматривал именно в таком порядке, да, когда произошла утечка и стало понятно, что был разговор между Арахамией и Путиным, Зеленский почувствовал опасность и таким, обычным, да, дворовым способом напал на Абрамовича. Я думаю, что он зря выключил этот канал коммуникации. Вполне возможно, он тоже мог каким-то образом гарантировать ему безопасность. В конце концов, на Рублевке, я думаю, еще много мест, где можно жить по соседству, там, я не знаю, с Асадом, да, с Януковичем. Я думаю, это единственное место, где он может чувствовать себя в безопасности. Смотрите, тут два момента нужно понять, что Абрамович, там очень много критики ему в последнее время, и с российской стороны на него, и с украинской, и, понятно, что у него функция, это не Абрамович, но обидели его лично. То есть тут тоже, это так нельзя, даже если ты 7-й год президент в воюющей стране, нельзя так. Это там могут отомстить так, что мама не горюй. Это один момент. А второй момент, факт, если это, конечно, правда, о чем пишут, что хотя бы даже парой слов перекинулся Путин с Арахамией, с каким-то Арахамией, это нам говорит уже о многом, конечно же. И тут есть над чем задуматься. И тем более потом, когда Путин, собственно, если вдруг сценарий этот будут разрабатывать, так вы с ним по телефону говорили. Да, говорил. Как поговорили? Коротко, понятно, там по делу, но поговорили. Как вы думаете? Я думаю, что Арахамии были даны гарантии, что его легитимность, если он станет главой Верховной Рады, не подвергается сомнениям, и с ним будут подписаны соглашения, которые будут считаться, будут иметь юридическую силу, а для России это важно. И если вы помните, Путин об этом нет, да иногда упоминает, да, что не важно, кто будет подписывать, важно, чтобы легитимность документа потом не была оспорена.
И это действительно важно. Вот на самом деле, Саш, тут же что еще во главе угла должно быть, да? На каких условиях? Что такое мир? Мир – это когда не осталось претензий. Когда после встреч там в баре «Голубая устрица» Зеленского, Стармера и всех остальных, да, выкатывается виш-лист, мы там не признаем территории, да, мы там согласны остановиться по линии соприкосновения, но все захваченное, да, не будет никоим образом там легитимизировано или закреплено за Россией, это означает отложенный конфликт, это означает перерыв, передышка в первую очередь для Украины, да, в лице Российской Федерации. Я сейчас просто цитирую слова, которые говорил руководитель России, да, Владимир Путин. Он говорил о том, что нам нужны крепкие устойчивые договоренности, а не передышка. Мы никому там перерыв давать не будем. Да? Вот если не будут признаны территориальные границы, проведена, да, новая черта, то это будет означать, что вопрос, когда возобновится конфликт, всего лишь вопрос времени. И учитывая ситуацию, да, в которой Россия себя комфортнее чувствует, чем Украина на данный момент, да, я думаю, что это их не устроит. Ну, по крайней мере, они это артикулируют, излучают, и складывается впечатление, что они будут последовательны, да, в этих словах. И то, что Путин считает, что он уже пошел на компромисс, исключив, да, из своих максималистских требований территории административных границ Запорожья и Херсона, это уже уступка, да, на которую он пошел ради договоренности с Трампом в Анкоридже. Поэтому дальше соответствующие уступки требуют от Украины. Это вывод войск из Донбасса, да, которые неумолимо, мы видим территорию, которая сжимается, да, уже войска находятся на границе Константиновки, да, и мы слышим заявления и отдельных депутатов украинского парламента, и отдельных военных, да, которые говорят, что, ну, как бы ситуация критичная, но и мы с вами понимаем, да, что, к сожалению, специфика войны такова, что если ну, движение происходит только после полного тотального разрушения, да, укрепрайонов, населенных пунктов, потому что каждый дом, каждая постройка является, да, своеобразным укрепом. И если до Константиновки уже добивает ствольная артиллерия, да, то это вопрос времени. И, соответственно, ну, как и я считаю, да, терять жизни украинских граждан, разрушать украинскую экономику дальше, да, ну, просто не имеет смысла. Надо садиться, искать детальный компромисс, надо искать механизмы компенсации. В будущем, я имею в виду, это и гарантии безопасности, это и разговор о возобновлении, да, торговых отношений, транзитных мощностей, поставок энергоресурсов по каким-то понятным ценам, которые могут дать дополнительный стимул украинской экономике. Ну, в общем, я думаю, что компромиссы можно найти, да, в обмен на и так гарантированный во время получения независимости нейтралитет, внеблоковость, да, и безъядерность. То есть все это надо положить на стол, и надо наконец-то, да, ну, привести это к финалу. Смотрите, Рубио, если бы вы видели, да, делал последний раз, ну, он же такой больше к ястребам относится, но тем не менее он называл уже жертвы со стороны России значительно ниже, чем называл Зеленский. Да, если Зеленский говорит, что на сегодняшний момент погибает россиян больше, чем приходит служить по контракту, Рубио сказал, что в месяц где-то гибнет порядка 5000, а значит, те планы, которые ставил Федоров, которые во главу угла ставил Зеленский, да, они в ближайшее время неосуществимы. Соответственно, ну, как бы ситуация и перспектива развития военного конфликта на нашей территории, они как бы очевидны. Поэтому, учитывая совокупность факторов, да, и то, что уже происходят попытки обойти Зеленского, найти легитимную фигуру, еще раз всем вашим зрителям и своим хочу сказать, что конфликт движется к завершению, и какие бы громкие заявления ни делал Зеленский или отставной барабанщики в виде лидеров, да, отдельных европейских государств, это на скорость, на дату завершения не повлияет. Хорошо, но давайте так. Сегодня второй день, когда бьют по Чангару, перебивают мост в объезд теперь через Перекоп, через Армянск, сообщают оттуда. Значит, какая-то, я не знаю, ну прям дичая, ее даже, кстати, немножко сбивали в последнее время. Волна, ее запустили, сказали, чуть ли там не Украина готова в июле идти и брать Крым.
перерезать сухопутный коридор, потому что у России нет бензина в соцсетях. Вот даже в чате трансляции кто-то пишет, да есть у нас бензин. Ну, понятно, что QR-коды, талоны, ну, как бы, ну, не до такой все степени плохо. Некоторые говорят, что нет, ужас, ужас и кошмар. Квартал 95 и там Юрий Великий снимают пародию на женщину-туристку, которая приехала, не может уехать. Говорит, талоны, по талонам, панталоны. В общем, смешно, как всегда, в юморе. Как бы впереди квартал 95. А у нас вовсю говорят, что скоро Крым будет покупать бензин за гривни. То есть на освобождение намекают. Но эту тему немножко пытались сбить во время лондонского визита. Информационно говорят, не-не-не, смотрите, мы мы просто останавливаем Россию. Никто не будет забирать, у нас нет сил, ресурсов. Почему так говорят? Потому что денег не дадут. Ну, то есть, что вам давать деньги, раз вы такие уже классные, всех победили и готовы забирать Крым? Но меня и в этой всей дискуссии, и вот в этой всей истерике, которая сейчас наблюдается, меня беспокоит один простой вопрос. А брать Крым, чтобы что? Ну вот чтобы что? То есть у нас есть какие-то, там, как Донецк, Луганск, Крым, вот в случае, когда они возвращаются под контроль Украины, нам есть что предложить? Звезды позбивать, кости какие-нибудь привезти, памятники какие-то новые пооткрывать? Или мы, как страна, после 5 лет войны, вот такой, в кредитах, долгах с экономикой, можем что-то дать в Крыму людям? Ну, то есть прийти и дать, сказать, крымчане, дождались, родненькие, вот вам там кредиты 0%, какие-то, я не знаю, программы. Как-то вот на этот вопрос никто не может дать ответ. Все только радуются, что в Крыму нет бензина, и говорят, что мы его скоро вернем себе назад по соцсетям. А когда задаешь простой вопрос, чтобы что, никто не отвечает. Вот 12 лет война. Масса населения в Украине уже выросла, они там даже ни разу не были, в Крыму. А видите, какая истерика поднимается? Аж до войны, я вам скажу, была такая статистика, да, 70% населения Украины не то что не покидало территорию Украины, не покидало территорию собственных областей. Можете загуглить и проверить. Я тогда удивился, подумал, что это, наверное, что-то небывалое, но еще раз, да, это факт, к сожалению, да, и у нас могли себе позволить перемещаться далеко не все, да, могли себе позволить выехать куда-то за границу или даже в Крым тоже далеко не все. И поэтому вот сейчас, возвращаясь к вашему вопросу, да, вот надо ответить на извечный вопрос. Если Крым наш, как постоянно любили, помните такой вопрос-триггер, который задавали всем, то зачем же мы бьем по крымчанам, да, и зачем же мы бьем по инфраструктуре Крыма? Все эти удары, которые происходят на протяжении этого времени, вызывают только центробежные процессы. Да? Даже вот если предположить, Украина каким-то невообразимым образом, да, нашла резервы, технику, преодолела, да, оборонные сооружения, армию Российской Федерации, забрала Крым. А что делать с 2 миллионами граждан, да, которые 4 года находились под постоянным прессингом, да, бомбежками, а с 2014 года, если помните, без воды, да, потому что какие-то горячие головы просто перекрыли Северокрымский канал, да, а какие-то горячие головы, если помните, уже Царство Небесное, хотя вряд ли с таким поведением в Небесное Царство попадают, взрывали опоры, ведущие в Крым, я имею в виду Киева, вы помните все прекрасно, да? То бишь вся политика украинских властей, которые пришли после Майдана, была направлена на отторжение Крымского полуострова, да, и на создание ему проблем. А если все-таки Крым не наш, то за что мы тогда воюем? То есть тут вот вопросы, которые у меня вызывают, да, власть, которая поднимает когнитивный диссонанс. Еще раз, если наш, зачем мы отворачиваем от себя его население, да, и разрушаем его инфраструктуру? А если не наш, то зачем мы за него воюем и не прекращаем конфликт и требуем границ 91 года? Но это называется аберрация, да, это когда ты понимаешь, что это не так, но все равно делаешь. То есть курить вредно, но ты куришь. Вот так у нас приблизительно с Крымом. Но, Саш, смотрите, надо смотреть. Я напомню, что инфраструктурную войну развязал очередной раз Зеленский, да, когда весной прошлого года начал бить по наливным терминалам, да, и нефтеперерабатывающим заводам. К чему это привело?
симметричным ответом Российской Федерации к тому, что Киев был на пороге гуманитарной катастрофы, да, многие были без отопления, многие были без света, если вы помните. Частично области погружались в блэкаут. На сегодняшний день удары по логистическим путям, по автозаправочным станциям на неконтролируемых территориях Украины, да, на территориях, которые Россия считает своими новыми территориями, привели к такому же симметричному ответу. Смотрите, пошли такие же удары по автозаправочным станциям в Харьковской области, в Днепропетровской. И эти хихоньки и хахоньки, да, означают, что Зеленский развязал следующий этап инфраструктурной войны. И сейчас будут усугубляться ситуации и для обычных граждан, да, с точки зрения снабжения горюче-смазочными материалами именно гражданского сектора. Дорогие украинцы, да, дорогие наши зрители, еще раз повторяю, если вы думаете, что удары, да, по нефтебазам и так далее в первую очередь окажут какой-то военный эффект, это ошибка. Да? Все ресурсы во время войны будут направлены в первую очередь военным. Это окажет влияние исключительно на гуманитарную составляющую, да, на внутренней политики одного и второго государства. Да? Симметричные ответы по нашей территории. Вот сегодня был удар в Павлограде, да, Днепропетровской области по заправочной станции. И это уже, я не знаю, наверное, 10-й или 20-й, который я помню. Еще раз, сейчас все зеркально будет отображаться в первую очередь на нашем украинском многострадальном народе. И еще раз повторяю, да, инициатором этого противостояния очередной раз выступило украинское руководство. Поэтому я думаю, что это нехорошо. Я думаю, что это еще один этап эскалации, который в первую очередь ударит по нашим гражданам. И по-хорошему, да, ну вот сейчас не вопрос, что надо какое-то частичное перемирие вводить, да, или делать краткосрочную остановку огня. Надо садиться и договариваться в принципе, потому что то окно возможностей, которое вижу уже не только я, да, все об этом говорят во всех государствах, хотя еще пару месяцев назад все активно с этим спорили, говорили, что 2-3 года война будет неминуема. Да? Сейчас все понимают, что это именно тот период, когда нужно прийти к соглашениям. И в первую очередь в этом заинтересованы мы. Еще раз хочу акцентировать внимание, дорогие украинцы, у нас на сегодняшний день уже полная, пытаюсь цензурное хорошее слово подобрать, Задница. не получается. Спасибо, Саш. У нас тяжелейшая ситуация в экономике, да, у нас нет половины населения. Недавно один из экономистов, да, в эфире сказал, что власть готовится к тому, что после окончания военных действий еще 1,5-2 миллиона мужчин призывного возраста выйдет за пределы Украины. Я вам скажу, это катастрофа. А он говорит, это ничего работоспособное страшного. население. Это имбецил может такое только сказать. Смотрите, если выезжает работоспособное население, а остаются иждивенцы, я сейчас не хочу обидеть пенсионеров, да, но они не производят добавочную стоимость, да, они живут за счет отчислений от фонда заработной платы работоспособных в пенсионный фонд, да, и плюс за счет дотаций для сокрытия дефицита пенсионного фонда, который у нас, чтобы вы понимали, еще в 2014 году был порядка 2 миллиардов в год долларов. Представьте, то сейчас, когда уехала работоспособная, 30% от их зарплат сокращается, да, по мере убывания, да, или отъезда работоспособного населения. То есть этот дефицит растет, то есть это растет нагрузка на бюджет, который и так с отъездом работоспособных будет падать. То есть смотрите, мало того, что у нас неподъемные долги, и если война продолжится, этот государственный долг и гарантированный государством долг вырастет, а его обслуживание будет перекрывать всю доходную часть бюджета, да, мы еще и потеряем людей, которые эту доходную часть формируют. Поэтому вот эта призрачная история, да, Зеленского, которую он рассказывает, не шага назад, мы будем сохранять Донбасс, будет нам строить суверенитета всего государства и всех остальных регионов вместе взятых. Да? И шуточки, что будут заводить пакистанцев, но они не смешные, да, они на уровне 95-го квартала исключительно, да, в последнее время. Смотрите, это гибель государства, это гибель нации, это полная деградация экономики и вот неизбежная зависимость от желаний
и диктата кредиторов. Поэтому, если мы хотим сохранить страну, это еще один из аргументов, почему надо прекратить немедленно, искать выход и смотреть, как реструктуризировать все то, что наделал Зеленский на сегодня, а не уходить там в перспективы ради каких-то населенных пунктов. Но это абсурд. Вам тут Надежда в чате отвечает. Друзья, скоро будем переходить к вашим вопросам, поэтому оставляйте свои вопросы. Начнем с клуба, потом сообщества. Ну, это просто так глянул. Это вы, иждивенцы, живете в понастроенных руками этих стариков квартирах. Ничего не заработали, не смогли, ничего. А так, по большому-то счету, ну, в общей массе и есть. Ну, так, давайте, если разобраться. Эту квартиру, которая сейчас рушится под обломками дронов или под ракет или попаданий, поди заработай. Ну, пойди попробуй и заработай на эту квартиру. Так и остается там после кого-то куда-то. Поэтому тут очень... Валентина, да, Саша, вам пишет? Надежда. Валентина, я с вами... Надежда. Смотрите, я с вами согласен. Я когда-то в украинском формате, да, было такое ток-шоу на телеканале News One, который принадлежал мне. У меня были дебаты с представителями партии «Свободы», там «Батькивщины» и все. Они встали и ушли тогда, да, я остался один у микрофона, потому что им не понравилось, как я назвал, ну, то, что я назвал революцию достоинства, да, государственным переворотом. Вот тогда как раз мы обсуждали, да, что их декоммунизация должна в первую очередь начинаться с квартир, в которых они живут, которые были построены при Советском Союзе. И не только пенсионерами, давайте откровенно, это построило большое союзное социалистическое государство. Потому что в руках его были государственные монополии, потому что средства производства, да, принадлежали государству, то бишь так или иначе народу, и они были направлены в том числе и на выдачу бесплатного жилья. Надежда, если касается меня, да, то все свои квартиры я уже покупал сам за заработанные деньги с уплаченных налогов, которые были отражены в декларациях. Петр Алексеевич Порошенко пытался уголовно меня преследовать за незаконное сбагачение. Это на русском языке называется незаконное обогащение. Я выиграл 17 судов, доказал о том, что со всех денег и со всего имущества, которое у меня есть, были уплачены абсолютно налоги, поэтому вопрос не по адресу. А касательно того, что я называю словом «иждивенец», у этого есть определение, да, то есть они на самом деле находятся на содержании государства. Счет былых заслуг или будущих не имеет никакого значения. Надо понимать, я вам объяснил механизм начисления их пенсий, их размера, да, в том числе пенсии же должны соответствовать уровню жизни, да, хотя бы минимальным заработным платам, чтобы человек, выходя на эту пенсию, отработав всю жизнь, не отчисляя со своей зарплаты, да, куда-то в солидарный фонд кусочек своих доходов, да, мог достойно жить на эту пенсию. Так вот, это сделать невозможно, если работоспособного населения меньше, чем людей пенсионного возраста. Сказано это было исключительно к этому, и я надеюсь, вы это будете понимать и не цепляться за какие-то формулировки. Сегодня очень важные такие вещи. Все-таки проголосовали вот этот закон на OLX, закон на интернет-сервисы, ну вот это, то, что Европа требовала, МВФ требовала, да, за эти миллиарды. Но какая-то странная происходит история. Значит, Путин, оказывается, молодец, потому что платит своим солдатам достойные зарплаты, а Зеленский выходит в прессе и говорит: я тоже так хочу. Я тоже хочу, чтобы у меня были у солдат такие зарплаты. Поэтому я очень надеюсь, что мне мои друзья помогут. Ну, типа партнеры. Короче, он поехал просить деньги на зарплаты военным и надеяться на этот результат. Внутри же там среди... Ну, понятное дело, что как строится политика, вокруг чего строится политика. Ну, понятно, что вокруг военной темы и военных как таковых, да. В каком смысле? В том, что пикировки политические. Вот, вы могли поднять зарплаты военным, не надо было тысячи вовны раздавать, не надо было вот это вот все, зимние поддержки, вот это. То, что, в принципе, человеку ни холодно, ни жарко от этой тысячи, никого она реально как бы богаче не сделала и не спасла. Ну, можно спорить с этим утверждением. Некоторые говорят, что нет, наоборот, хорошо, на семью так нормально. Неважно. То есть не суть не в этом, что нужно было вместо вот этого, потому что это деньги на популизм, военным поднять зарплаты, а им не подняли. А Гончаренко сегодня опубликовал вообще шокирующие цифры, что индексацию провели и теперь подняли
на 172 гривни что-то, ну, то есть на $4 там условных зарплаты, потому что индексация произошла. Как вы видите эту тему с зарплатами военных? И не поднимают, потому что не могут, не хотят, нецелесообразно в политическом смысле. И откуда эта риторика? Алло, ребята, европейцы, я хочу, как Путин, платить хорошие деньги своим солдатам, дайте мне денег. Это откуда? Саш, смотрите, Россия воюет своими и за свои, и за свое, а Украина воюет за чужие интересы, чужим вооружением и платя чужие деньги. Дефицит бюджета ежемесячный в Украине 5 миллиардов, и мы это с вами наблюдали даже потому, как таяли наши золотовалютные резервы, да, плюс неоднократно мы слышали, что порядка 120 миллиардов надо Украине выделить на 2 года, а выделили всего 90, да, то есть даже при старых размерах заработных плат и при сохранении расходов бюджета, да, при том, что подорожали энергоносители значительно, у Украины есть дефицит порядка 30-40 миллиардов. Думаю, что реальность сейчас и с инфляцией, и с тем, что энергоресурсы будут значительно дороже на фоне Ормуза, этот дефицит где-то порядка 60 миллиардов. Да? Нигде, никоим образом, да, поднять зарплату при таких условиях, естественно, не получится. Потому что это будет означать, ну, во-первых, это невозможно сделать без разрешения инвесторов. Да? Все эти деньги инвесторов, я в кавычках говорю, да, выгодополучателей войны у нас, да, которые финансируют эту войну, выдавая Зеленскому деньги либо в виде грантов, либо в виде кредитов. И то, и другое, Саша, подвязаны под определенные маяки, под определенные условия, и все деньги имеют целевое назначение. Да, что-то идет на вооружение, что-то идет на покрытие государственного бюджета. То есть увеличение заработной платы военным, о котором врет Зеленский, в этих цифрах, безусловно, нет. И то, что Гончаренко опубликовал 172 гривны, да, а не 400 тысяч, помните, как Зеленский где-то отдельно обещал, но это же было понятно, что это агония, да, это третий конверт из того анекдота, вернее, второй конверт, обещаем много, для того, чтобы на фоне ожиданий, да, во-первых, как-то улучшить мобилизационную повестку. Вот давайте поймем, за что Европа платит Зеленскому деньги. Она в первую очередь платит деньги за разрушения, которые Украина наносит России. В первую очередь, да, то есть это извечный враг и французов, и немцев, и на самом деле для Великобритании, несмотря на то, что они были союзниками нашими во многих войнах, да, Россия всегда была конкурентной, ну, я имею в виду Российская империя, Советский Союз, да, теперь как право преемник Российская Федерация. То есть Зеленскому платят за то, что он воюет, за то, что он наносит ущерб, да, там, уничтожает флот, стратегическую авиацию, там, промышленность. В общем, так или иначе делает Российскую Федерацию слабее. И за то, что он умудряется, да, так закрутить гайки в стране, чтобы поддерживать мобилизацию на уровне, при котором Украина, да, не быстро теряет территории, нанося совокупно большой ущерб Российской Федерации. То есть две вещи – мобилизация и ущерб. Поэтому одни заявления Зеленский делает для внутренней аудитории, чтобы эту мобилизацию увеличить, да, как-то сгладить, обещая, что будут больше платить, люди сами будут выбирать, где они будут служить, что они обязательно доживут до победы и так далее. Да? А с другой стороны, он постоянно хвастается ущербом, который он наводит предприятиям, да, Российской Федерации, в первую очередь, которые могут оказать влияние на ее экономику. Ну, напомню выступление того же Путина на Питерском форуме, да, гарантированный государством долг Российской Федерации – это 14% от ВВП России. Да, а на сегодняшний день гарантированный Украиной государственный долг Украины, да, превышает 2 размера ВВП, 200%. Вот это так, чтобы просто понимали перспективы. Да? Даже если, я уже неоднократно говорил, да, ущерб России будет наноситься большой, будет как-то бить по экономике. У России есть еще где занимать деньги, есть под что занимать деньги, и есть возможность продолжать этот конфликт на несоизмеримо более высоком
уровне технологическом, чем эта возможность есть у Украины. Тем более возможности ее спонсоров, я имею в виду Европейского Союза, будут таять на глаза, если энергетический кризис продолжится, да, это неизбежно скажется на состоянии всей экономики, самое главное, отопительном сезоне, где придется договариваться и точно так же ретироваться из Украины, как США в свое время ретировались из Афганистана. Вот поверьте, ничем это отличаться не будет. Да, друзья, может быть, коснемся геополитики, ну, в следующий раз точно разберем, и, конечно, в ваших вопросах. Спасибо большое, что пишете эти вопросы. Подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Живы ли мирные переговоры по Украине? 8% считают, что да, и теперь главное будут ЕС и Британия, они будут за столом и договорятся с Россией, они хотят, они будут, они платят. 14% да, Штаты не отдадут Европе переговоры, и Штаты будут сами. То есть Анна Паулина Луна не просто так вышла сегодня с этим комментарием. 36% на ПМЭФ, их похоронили окончательно. Ну, вообще, как тему переговоров. Будет теперь тема военной победы, потому что работайте, братья, и все дела. Ну и в коме до ноября будут воевать, так ответил 41%. То есть или похоронены полностью, или до ноября. Ну и на ноябрь много точек сходится. Во-первых, вот эти выборы, которых все тянут, и европейцы, и украинцы, мы там неоднократно об этом говорили. Ну а во-вторых, как бы задница, потому что, ну давайте честно, вот откровенно, какой будет зима, не знает никто. Что скажете? Саш, давайте я еще раз все-таки добавлю быстро. Дорогие друзья, смотрите, что могут сделать Соединенные Штаты, чтобы вы их не списывали. Еще раз, Великобритания и Франция – это два сбитых летчика. И экономические, и посмотрите их объем экономики, посмотрите на их военные потенциалы, и посмотрите на их влияние технологическое. Ноль от слова совсем. Это две страны, которые на сегодня не соответствуют параметрам сверхдержав. Да, они полностью зависимы, в том числе и вот сейчас, как показал энергетический кризис, и от энергоресурсов. Теперь что могут сделать США? США, в первую очередь, по Украине могут перестать поставлять системы противоракетной обороны, да, ПВО, и ничем это заместить на сегодня не получится. Если посмотреть объем баллистических ракет, о которых говорит украинская разведка и производится в Российской Федерации, да, это сотни, а если взять все, да, баллистические ракеты, это тысячи, которые смогут безнаказанно преодолевать систему противовоздушной обороны Украины, а, соответственно, зима будет просто катастрофической для многих регионов страны, ну, плюс и ВПК тоже пострадает, то есть это приведет к масштабным разрушениям. Второе, да, США могут прекратить предоставлять разведданные и отключить связь. А это на сегодняшний день скажется в том числе, как любит говорить Зеленский, да, на дальнобойных способностях Украины поражать объекты внутри России, потому что как раз вся дальнобойная, да, дроновая авиация Украины, она использует в первую очередь интернет, который обеспечивает Starlink. Поэтому Штаты могут значительно понизить военные возможности Украины, и Штаты могут прекратить поставку энергоносителей в Европу. Ну вот так вот, если уже хорошо дойдет, да, до конфронтации, и Штатам надо будет продавить любое решение, они его смогут продавить. Более того, Штаты могут вводить персональные санкции, да, как по политикам, которые продолжают конфликт, который не входит в зону его интересов, да, на территории Украины, для тех государств, которые финансирует этот конфликт. Поэтому вы очень рано списываете Соединенные Штаты из этой игры. Смотрите, вся европейская экономика, большинство ее ориентировано на рынок США. Почему, в общем-то, так безболезненно Трамп заставил и продавил Европу подписать с ним торговую сделку, да, по увеличению таможенных барьеров, вернее, заградительных пошлин для европейских товаров. Потому что уникальность Штатов для всего мира, да, это доступ к самому финансовому большому, да, и стабильному рынку. Потому что покупательная способность американцев значительно выше, да, чем у любой другой страны мира. И, соответственно, доступ туда товаропроизводителей европейских – это преференция. Так вот, ограничивая его, можно очень сильно повлиять на ситуацию в Европе.
еще раз и адресно можно повлиять по отдельным политикам, которые сейчас не сильно хотят прислушаться к требованиям США. Визит Трампа в Великобританию вы тоже помните. И похлопывание короля непротокольное, да, совершенно неуважительное, что недопустимо, о чем Трамп не мог не знать. Да, и его поведение, там вы помните, как он шагал, а король там сзади где-то плелся. Это образцово-показательная порка и образцово-показательное представление для всего остального мира, где место Великобритании. Поэтому как бы Зеленский этим не кичился, как бы он не ручкался с королем, да, как бы он не пытался выдать это за глобальную помощь, Великобритания нам особо не помогает. Германия для Украины, для украинского режима делает гораздо больше, потому что Великобритания не способна, она держит в заложниках Зеленского, держит, потому что имеет на него компромат по выведению денег украинских налогоплательщиков из Приватбанка через аффилированные структуры с Зеленским за границу, да, а мы уже знаем, что Приватбанк, вернее, Коломойскому и Боголюбову выставили иск в размере 3 миллиардов, а значит, Зеленский соучастник этого преступления. Вот эти доказательства в руках Великобритании, поэтому он и источает, да, такое раболепство, вот эту щенячий восторг, когда стоит рядом с королем. Друзья мои, это все вчерашний день. Великобритания потеряла свое влияние, потеряла господство, она больше не владычица морей, не самая большая колониальная держава, да, все это в прошлом. И это все сказалось на ее реальном весе. Китайцы, чтобы вы вообще понимали, не воспринимают Великобританию как игрока. Не считают даже необходимым с ними вести переговоры, потому что это ни о чем. Вот еще раз, да, когда я задал прямой вопрос, мне сказали, скажи, технологий 0, денег 0, военного потенциала 0. А на что они тогда могут влиять? По старой привычке забыли. Уже совершенно другие места. Во время пути собачка могла подрасти. Вот Великобритания скукожилась. Поэтому я не соглашусь, Саш, с вашей аудиторией. Либо они нас плохо слышали, либо они находятся, да, под информационным давлением массовой информации, которые, ну, в первую очередь, да, доминируют в Украине. Это единый марафон, и это тысячи голосов, как говорила Мендель, в распоряжении Зеленского, которые формируют другую картину. Дорогие украинцы, картина другая. У мира формируются совершенно другие центры принятия решений. И они будут определять, чем это закончится. И чем быстрее вы это поймете и будете меньше потакать политике, которую проводит Зеленский, тем целее будет страна, и меньше людей, меньше украинцев погибнет. Так, друзья, переходим к вашим вопросам. Спасибо большое за то, что оставляете эти вопросы. Евгений, режим Блиц для того, чтобы, ну, скажем так, большее количество охватить. Ну, в общем, это не обязательно, Стараюсь. но тем не менее, да. Поехали, начнем с сообщества YouTube, вопросы отсюда. Так, так. Александр, пожалуйста, зачитайте это сообщение Евгению. Заранее спасибо. Европа хотела увидеть ослабление, развал России. В итоге сама все больше движется к внутреннему расколу и упадку. Украинская власть рассчитывала экономически сломать Россию, а в результате сама столкнулась с тяжелым кризисом. Донбасс хотели отгородить колючей проволокой. Теперь вся Украина живет в условиях ограничений и барьеров. Когда Донбасс годами жил под обстрелами, без света воды, прячась в подвалах, в Украине в это время предпочитали не задумываться об этом. Теперь ситуация стала зеркальной. Раньше к жителям Крыма и Донбасса относились как к чужим, но со временем многие украинцы сами столкнулись с похожим отношением. И таких примеров много можно привести. Возникает вопрос, неужели люди не понимают, у любых действий есть последствия, когда желаешь другим беды и страданий, рано или поздно возвращается обратно, как бумеранг. Спасибо большое. Может, лучше, когда все свои и все наши? Вот такой вопрос. Как зовут автора? Ну, Вопрос. Парень 3000, такой ник у него, да. Дорогой товарищ, вы отчасти правы. И правы только отчасти. Да? Вот несмотря на то, что в Украине произошел государственный переворот, да, в 2014 году, ну, первый в 2005, второй в 2004, второй в 2014, да, Украина сохраняла еще как-то видимость демократической страны, несмотря на то, что уже действовали, да, националисты, был неправовой способ влияния на граждан. Я напомню, что
произошли трагические события в Одессе 2 мая, да, когда заживо сожгли людей и показали всему миру, и в первую очередь Украине, что так будет с каждым, и тому, кто это сделал, ничего не будет, потому что он действует в интересах режима, который установился после захвата власти в 2014 году. Но все равно были выборы, да, то есть сначала страна избирала Порошенко, потом она избирала Зеленского, но я могу сказать, после того, как мы потеряли Крым, после того, как произошли события на Донбассе, из электорального поля Украины выпало еще 3 миллиона человек, а с Крымом 5. Люди, которые имели противоположное галичанской идеологии и мнение, оказались в электоральном минусе. Да? То есть у нас просто больше не было электоральной математики. Если до 2014 года плюс-минус оранжевые с бело-голубыми, да, ну, условно, как говорили, проевропейские и там, неважно, центристские или пророссийские силы, да, набирали 50 на 50, то после потери Крыма и Донбасса, после того, как там стало невозможно проводить выборы, у галичанской идеологии появилось огромное электоральное преимущество. И они полностью формировали власть, да, формировали политику, формировали цензуру, формировали информполе, почему мне приходилось создавать телеканалы, да, и Ньюсван, и наш, для того, чтобы была альтернативная повестка, ну и их тоже потом закрыли неправовым способом решением СНБО. Но представьте, когда режим опирается на государственную власть, на ее вертикаль, на армию, на правоохранительную систему, что могут сделать обычные граждане? Вы бесконечно можете говорить, что вот все украинцы сидели, им было все равно, что происходит с Донбассом. Да не все равно. Но что они могли сделать? Привести политические силы к власти, которые бы прекратили войну, не получалось, потому что у вас кто-то решил что-то сделать. Я понимаю, откуда вы пишете. И решил нас просто электоральной справедливости, да, электоральной возможности политически с ними конкурировать. Вот. И второе, да, у них было силовое крыло. Оно было как государственное, так и те, кто могли постучаться к вам в двери вечером, да, я не знаю, там С-14, Правый сектор, Азов, Национальный корпус и все остальное. У меня с ними тоже были стычки, они блокировали работу телеканала, и в Харькове даже были вооруженные столкновения, да, в свое время. Но это я мог сделать, да, допустим, и мог себе позволить. А остальные простые граждане, которых вы сейчас обвиняете и говорите, что это закономерный итог, вы не правы. Вы просто не понимаете ситуацию, которая была внутри. Уже формировалась диктатура, уже все понимали, что если вступать с ней в конфронтацию, то либо будешь страшно, в местах не столь... Да, было просто страшно и было невозможно. Вы не можете устроить гражданское противостояние с армией, с СБУ, с прокуратурой, с милицией и с праворадикалами. Поэтому все это происходило, кстати, и на глазах всего мира и всех наших соседей. И они почему-то не вмешались. Так что давайте не пенять. Это наша общая беда, это наша общая трагедия. И смотрите, и Янукович обращался, на самом деле, к Российской Федерации навести конституционный порядок письмом, известным, за которое его потом судили. Российская Федерация не вмешалась, да, и люди выходили на площади, да, и вот на одной из таких площадей в Одессе, потом они были согнаны, да, в Дом профсоюза, вы сожжены, и тоже никто не вмешался. Поэтому, смотрите, мы все совершили достаточно много ошибок. Оглядываться на них не имеет смысла. Надо искать в будущем общее, да, и понимать, что сейчас мы ослабляем друг друга, а должны усиливать. Петр, не потому ли Россия проигрывает в своем влиянии на выборах соседей Западу, потому что Запад предлагает народам людей, можно сказать, из народа, а Россия предлагает каких-то олигархов? Нет, просто Запад своих не бросает. Я нормально ответил, как показала практика. Посмотрите, они вытаскивают всех своих. Я надеюсь, вы задумаетесь над тем, что я сказал. Угу. Ольга, Арестович все радеет за свою страну, надеется вернуться и работать на благо. А как Евгений думает, они бы с ним сработались? У него самого спрашивали, молчит, не отвечает. Он любит игнорировать вопросы неудобные. Еще раз повторите, пожалуйста.
Про Повторите еще раз Арестовича вы вопрос. бы с ними сработались или нет, с Арестовичем? Ему задают вопросы такой, а он не отвечает, хотя Ольга хочет Я ваш ответ. многократно отвечал на этот вопрос. Смотрите, я к Арестовичу относился с большим уважением, когда он был в лагере моих оппонентов. Когда он приходил на телеканалы и был в пуле спикеров Петра Порошенко. Даже когда он потом сменилась власть на Зеленского, и он начал работать с офисом президента, мне было понятно, что он делает. Но когда его начали готовить, да, на поле электоральное юго-востока, условно, да, на левое, да, как замену Бойко, и готовить начал, по моему очевидному, да, умозаключению, господин Левочкин, ну, я просто понимаю, что это инструмент, конструкт, который с легкостью, как Ксения Собчак, да, сказала, переобувается на ходу. Я не люблю таких людей. То есть он может быть моим оппонентом, принципиальным, я могу с ним спорить. И если у него есть позиция, которой он придерживается и не меняет, не потому что не меняется ситуация, а потому что у него есть какие-то ценности, я это уважаю. А если его ценности меняются под конструкцию, в которой ему выгодно, или которую ему диктуют его хозяева, ну о чем мне с ним говорить? Или что мне с ним рядом делать? То есть фигура не глупая, он же не глупый пацан. И он понятную задачу сейчас делает, он размывает. Если вы задаете мне этот вопрос, посмотрите на мою позицию 10 лет назад, 15, сегодня, и посмотрите на его. И как вы можете нас рядом объединять. Это означает, что он правильно выполняет свою задачу, а вы не сильно переборчивы, извините, я так скажу, не сильно способны критично мыслить. Так, вопрос гостю от Александра. Все понимают, что реальные центры принятия решений в данный момент находятся на одном известном туманном острове. Понимает ли гость позиции России и почему Россия ничего не делает с реальными кукловодами, а даже позволяет им наносить себе вред украинскими руками? Еще раз, дорогие украинцы, центр принятия решений для Зеленского – это центр принятия решения Зеленского. То есть это мозг, да, это командир Зеленского в Туманном Альбионе, намек на Великобританию. Но еще раз, Великобритания управляет там условно Будановыми, да, там Зеленскими, еще какими-то командирами, которые есть, да, и какими-то институтами, которые построены внутри Украины. Но она не управляет уже ситуацией в мире. Поэтому Россия предпочитает договариваться с Соединенными Штатами и Китаем. Я вам еще раз говорю, все решения будут приняты среди тех, кто решает. То есть то, что пока на Зеленского влияет Великобритания, факт. Но если уберите из этого уравнения Зеленского, и на что будет влиять Великобритания? Великобритания финансовой помощи оказала в 2 раза меньше, чем Германия. А если взять за все 4 года войны, то в 4. Вот на что она может повлиять? Вот если там будет не Зеленский, а кто-то другой, на которого у Великобритании нет компромата, то этот человек сядет и скажет: слушай, а что ты мне диктуешь? Ты что, там содержишь Украину, да, ты там содержишь мой режим, да, ты выделяешь деньги, чтобы я платил зарплаты военным, ты, может, даешь разведданные, может быть, ты предоставляешь средства ПВО, может быть, ты еще что-то делаешь. А, не делаешь, тогда чего ты командуешь? Но Зеленский так не может, потому что пальчик в одном месте, да, у господ, да, из центра принятия решений. Но еще раз, это они просто массажем одного места Зеленского заставляют постоянно не забывать, что у них огромный компромат, и денежки его, которые он туда перечисляет, украденные, да, из всех военных контрактов, как в зону безопасности. И чем они там безопаснее, да, чем более четко Зеленский выполняет команды, которые ему оттуда приходят. Но это не мировой центр принятия решений. Еще раз, понимаете, да? То есть можно договориться со всеми и исключить из уравнения Великобританию и Зеленского в том числе. Механизмами исключения, какими это можно сделать, мы с вами обсудили перед этим, отключив связь, прекратив поставки вооружений, введя санкции, ограничив движение средств. Да? Ну и плюс на Зеленского есть еще влияние в виде грантоедов, в виде НАБУ, САП и антикоррупционной вертикали. И все это может развиваться гораздо более ярко. Просто все ищут путь наименьшего сопротивления. Гораздо легче попытаться продавить, заставить малой кровью, да, чем пускаться в какие-то сложно рассчитываемые комбинации, да, если сейчас в уравнении поменять все переменные. Угу. Вопрос. Евгений, в случае вашей победы на выборах гипотетической, наш народ, ваш родной язык, так и останется
второсортным, негодным для государственного управления, правосудия, науки и образования, а годным только для блогерства, кухонь, рынков, огородов, как и раньше было. Дорогие друзья, вот вы плохо владеете ситуацией. Если обратите внимание, я был дважды депутатом Верховного Совета и принципиально выступал на русском языке везде. Никто меня не мог заставить говорить на украинском. Я говорил почему. Вот как только началась культурная война, как только началось давление, как только начались ущемления русскоговорящих, а я родился в Харьковской области, ни для кого не секрет, что это русскоговорящие регионы Украины. И я был мажоритарным депутатом, то есть меня избирали громады, я не шел по спискам каких-то партий, то есть за меня голосовали прямым голосованием, да, как за Мураева Евгения Владимировича, они 20-й номер в там списке какой-то партии. Я выражал чаяние, да, и волю своих избирателей. И в парламенте об этом говорил прямо. Меня не поймут, если я буду говорить на украинском. Хотя были выступления в парламенте, да, я делал и проект. Все прекрасно понимают, что я говорю на украинском языке. Это была принципиальная позиция. Теперь, если вы обратите внимание, как быстро меняется ситуация, да, Венгрия сейчас потребовала внести корректировки в законодательство, изменить подход к национальным венгерским меньшинствам, в том числе и сделать язык фактически официальным на компактной территории. Да. Сегодня об этом заговорили болгары, тоже, которые имеют, да, соответствующие. Завтра заговорят румыны, да, про Бессарабию и Буковину. И поверьте, мы к этому вопросу все равно придем. Не закончится война, если не будут устранены первопричины. Одна из первопричин, да, о которых говорил Лавров и Путин, это как раз давление на русскоговорящих, да, это преследование Украинской православной церкви, канонической церкви, да, просто потому, что ее обвинили в том, что она является подразделением там, Московского патриархата, да, хотя она обладает определенной долей автономии, соответственно, у нее есть свои синоды, мы сами назначаем, да, свои лавры, иерархов и так далее. Поэтому все это было частью культурной войны, против которая, в принципе, и выросла, да, в прямое противостояние между двумя государствами. Поэтому все это закончится, если мое мнение считаете, еще раз, я многократно говорил, во-первых, нужно отдать это на откуп местных громад, нужно проводить местные референдумы, и громады должны определять, сколько у них должно быть языков. Хоть 2, хоть 3, хоть 8. Язык – это средство коммуникации, это не политическое средство. В Армавир это превратил Порошенко, начинал с этого Ющенко, да, сумской парень. Еще раз повторю, человек, который родился в Сумах, вдруг озаботился после замужества с Екатериной Ющенко, да, гражданкой США, Бандерой, Шухевичем и всеми остальными. То есть, по сути, агент влияния, который травил нас в это противостояние. Сначала гражданское, потом международное. Друзья, язык – форма коммуникации. Он должен быть, и Конституцию надо выполнять. 10-я статья Конституции дает русскому языку особый статус, выделяя его из группы других языков национальных меньшинств. Вернемся к верховенству права. Добрый день, Евгений. Скажите, пожалуйста, что именно заставило Януковича объявить про поход в Европейский Союз и отказаться от таможенного союза? Ведь на выборы-то он шел с лозунгом о вступлении именно в таможенный союз. Что у нас с этими президентами? Никогда такого лозунга. Вот смотрите, я точно знаю, с какой идеологической платформой шла партия регионов. Никогда не говорил Янукович о таможенном союзе. Он выступал против НАТО всегда. И на самом деле, когда в 2010 году он победил на выборах президента, он приостановил движение Украины в НАТО. Но на самом деле партия регионов приняла одним из первых закон об основах внешней и внутренней политики, где курсом экономической интеграции был выбран Европейский Союз, и именно партия регионов проголосовала за 90% необходимых законов для подписания экономической ассоциации с Европой. Я один, наверное, из немногих, кто говорил, что это путь в никуда. Я выступал против, понимая, что Европа будет ограничивать и закрывать от нас собственный рынок. Да. Я досконально прочитал договор об ассоциации. Его готовил Пятницкий. Да. Наверное, его читали два функционера в партии регионов. Это Николай Яныч Азаров и я. Остальные о нем, наверное, говорили только понаслышке. Потому что в нем было совершенно понятно, что это смерть для экономики. И
удалось, да, отложить подписание ассоциации на Винницком саммите тогда Януковича, после чего начался якобы Евромайдан, да, на самом деле он уже расходился. Люди массово вышли на Майдан после зверячого побиття студентов, да, на самом деле боевиков, которые были туда свезены и спровоцировали этот конфликт, но все было качественно снято, да, и произошел государственный переворот. Поэтому Янукович никогда не выступал за таможенный союз, но вел многовекторную политику. И, в принципе, если вы посмотрите на темпы роста, которые были при премьерстве Николая Яновича Азарова, они самые большие за всю историю, да, потому что политика была верной, и основные рынки Украины, безусловно, находятся в странах СНГ. И Янукович, я напомню, остановил евроинтеграцию после того, как мы не получили обещанные 180 миллиардов на модернизацию и реконструкцию экономических цепочек, да, и промышленных предприятий, модернизацию их под стандарты Европейского Союза. Прилетел Фюле, сказал, деньги вы не получите, вы заложники своих обещаний, вы пообещали народу Европу, и если вы сейчас не подпишете это соглашение, у вас вынесут вперед ногами, а путь сложный, вы сами хотите в Европу, идите без денег. Мгм. Никто просто не думал, что Янукович возьмет и развернет оглобли на 180. Да, В общем, как... смотрите, давайте еще буквально там 3 вопроса. Чат трансляции подключим. Наталья спрашивает. Здравствуйте, привет вам из Приморья. Мы с вами рядышком. Не кажется ли вам, что Китай не супердруг России? Остров уже отдали, Даманский тоже был. Может, это отложенное ожидание, пока Россия не ослабнет? Спасибо. Китай – это империя, Китай не друг никому, кроме как себе. Я об этом говорил, в этом и плюс, и минус. Плюс какой, да, его абсолютно не интересует наша внутренняя политика, языки и так далее. Более 60 языков, которые есть в Китае, куча народностей, 3 десятка провинций, да, которые живут экономическими интересами. То, что Китай будет развиваться, то, что он будет использовать слабость своих соседей в угоду своего развития, очевидно. Покупает ли он нефть и газ у России с дисконтом? Очевидно. И тем не менее, все равно все говорят, что Китай – это российский союзник, да, только Россия понимает, что он союзник сам себе. Смотрите, это заложено в их философии, это заложено в их ментальности, это большой, гигантский, да, дракон, который живет своими интересами. И если наши интересы совпадают, если мы можем правильно использовать их потенциал, то значит сделка будет, как любит говорить Трамп. Вот смотрите, не бывает сделок, когда выгодно одному, а второму не очень, да? Должно быть взаимовыгодно. И я понимаю, как эту выгоду извлечь с точки зрения восстановления Украины. России надо быть сильной. России надо уметь себя защищать. России надо развиваться, да, и России надо тоже думать о рынках. Вот то, что сейчас происходит с Арменией, да, может на самом деле негативно, потеряем еще 3-миллионную страну, я имею в виду, с точки зрения бывших стран СНГ. Я все равно верю, что если бы мы объединились, да, в рамках СНГ и вступали в БРИКС большим образованием, мы получили бы гораздо более выгодные позиции, избыт и для наших самолетов, да, в том числе и на 1,5-миллиардный Китай, и на Индию и так далее. Но нам для этого надо наконец-то перестать убивать друг друга, разрушать потенциал друг друга на радость всем, в том числе и Китаю. Сесть за стол, договориться, понять, где мы можем друг друга усилить, продумать, да, где мы защитим каждый интересы своего государства и попытаться найти компромисс, да, в образовании ШОС или БРИКС, понимая, что с Европой и Штатами мы вряд ли о чем-то когда-нибудь договоримся. Вот просто надо прагматично подходить. Жизнь короткая. Да, и чем быстрее мы сделаем ее благополучной для наших граждан, тем лучше и для наших детей в том числе. Так, в чате спрашивают, почему вы снимали свою кандидатуру в 2019 году? За Зеленского были? Потому что я, во-первых, поддержал Вилкула, да, а во-вторых, потому что против меня ввели одновременно санкции и Украина, и через несколько недель Российская Федерация по просьбе Медведчука. Да, я был конкурентом для него, для Бойко. Меня лишили финансового ресурса, а брать деньги у кого-то на избирательную кампанию я не хотел. А идти дальше просто по инерции без денег, я понимал, что все голоса, которые отдадут за меня
украинцы будут украдены на избирательных участках, потому что я не смогу организовать без денег представительство, да, в избирательных комиссиях для защиты собственных голосов. И, соответственно, меня бы просто раскатали там в несколько процентов, да, и дальше не было бы возможности продолжать политическую работу и в избирательном процессе в парламент, да, куда я, в общем-то, и стремился. И президентская кампания мне была необходима, чтобы довести идеи, да, которые, в общем-то, к сожалению, да, не были услышаны и которые могли предотвратить войну, да, объяснить, что Украина должна быть нейтральным, внеблоковым государством, что федеративное устройство – это не минус, что федеративными государствами являются и Германия, и Соединенные Штаты, ну пусть конфедерация, да, и, скажите мне, Женева, Берн, Швейцария, да, и что решение ключевых вопросов на референдумах, кои проходят, да, в огромном количестве в той же Швейцарии, да, это всего лишь форма управления, которая в первую очередь выгодна украинцам, да, почему я и сделал сейчас приложение форум для того, чтобы это было возможно, друзья мои. То есть я от своих принципов не отступаюсь, от видения развития государства тоже. Просто меняется время, да, и я пытаюсь поменять механизмы, как имплементировать все то, что считаю правильным для своей страны. Так, пока Мураев не скажет, зачем он сдал Медведчука, не верьте ни одному его слову, а он не может сказать всю правду. Претензия летит. А можно было сдать Медведчука? Еще раз повторяю, благодаря его стараниями были введены санкции по мне, да, его стараниями я до сих пор не могу забрать деньги, которые на счетах находились в Российской Федерации, да, на счетах компании, которая принадлежала моему отцу. Поэтому кто кого сдал, большой вопрос. Вы посмотрите, кто рассорил весь Юго-Восток. И скажите мне вообще, а что он приличное в жизни сделал? Вот возьмите и перечислите. Может быть, в компании не так, может быть, в компании СДПУО, может быть, в украинском выборе. Он в парламент въехал на партию, которую создал я, которая называлась «За жизнь», да, с помощью телеканала, который построил я. И то, когда он его покупал, он обещал, что я буду иметь полный доступ, и первое, что сделал, закрыл мне все эфиры. Поэтому вы, если не разбираетесь, не надо писать этой ерунды. Его сдавать было не надо, да, он был подельником Порошенко, и об этом было известно совершенно всем, да, об этом он сам сказал, когда был арестован. И это вообще не секрет, да, были поставки угля на Центрэнерго, и были поставки нефти через компании Прикарпат-Запад-Транс, которые продавались без уплаты акцизов. На этом зарабатывал Порошенко и он. Поэтому давайте ерунды не несите. Так, вот такой вопрос, давайте, финальный. Вы форум упоминали, вот пользователь интересуется. Можно закончу? Да, посмотрите, Бойко – это был его кандидат. И Бойко сейчас голосует за все с Зеленским. И покупает взрывчатку, и что он только не делает. Потому что это финансово-промышленная группа, которая интересует исключительно деньги, а не наши интересы, да, и не защита интересов наших граждан там, или наших ценностей, или наших церквей. Еще раз. Возьмите, посмотрите кардинально. Вот Бойко, их кандидат от ОПЗЖ на президентской кампании. Что он сейчас делает? Это, по-моему, хороший ответ на вопрос. Так, вот пользователь пишет. Вам не страшно выпускать такой продукт, как форум? Ведь вряд ли правящие элиты по всему миру одобрят подобный инструмент демократии. А ведь если, надеюсь, когда в Украине заработает это создаст прецедент для остального мира. Ведь кто-то уже создавал водородный двигатель, дешевую вакцину от рака, изобретатели и изобретения канули в лету. Крайне не хотелось бы такой судьбы для форума, ну и вас в прицепом. Хочется еще поучаствовать под вашим началом в возрождении Украины. Спасибо вам за ответ. Удачи во всех начинаниях и делах, пишет пользователь. Спасибо. Спасибо за ваше переживание, спасибо за ваше волнение. Я вам скажу, когда-то, смотрите, было создано уникальное советское социалистическое государство, да, с совершенно новыми ценностями, с принципами принятия решений. И не все было гладко, не все было правильно, да. Можно много раз говорить там о недостатках, да, о том, как боролись там с верой и так далее и тому подобного. Но смотрите, оно было уникальным, то есть оно показало свою эффективность, к сожалению,
на позднем этапе уже, да, не в рамках Советского Союза, а в рамках того же Китая, да, оно показало, как государство может быть ориентировано к простому человеку, да, лицом, как оно может действительно о нем заботиться. Вы вспоминаете бесплатное образование, медицину и квартиры, которые получали. Вот, да, кто-то один задавал вопрос совершенно недавно. Друзья, форум – это такая же идеология. Форум – это такой же механизм принятия решений. Да, он революционный для всего мира, но он назревший, потому что делегирование властных полномочий узкой группе элит – это атовизм. Да, это связано с тем, что общество развивалось, да, агломерация росла, технологической возможности принимать участие в принятии решений онлайн не было. Да, мы ее создали. Мы создали этот механизм. Да, он тоже дискуссионный. Да, надо обсуждать, какие вопросы можно решать всем обществам, да, какие вопросы должны решаться в профессиональных группах, какие должны остаться на уровне государства, имеется в виду защита суверенитета, Конституции и так далее. Поэтому это все дискуссия, да, это все обсуждение, но обсуждаться оно должно не внутри даже Украины или там России или Беларуси, оно должно обсуждаться во всем мире. Это механизм, который позволит, да, контролировать и ограничивать в том числе и искусственный интеллект, и принимать решения, которые не могут принять ни один международный институт. Вы посмотрите, у нас есть ООН, ПАСЕ, там куча всего, а все равно куча войн, все эти заседания, скорбь, Советы безопасности ООН, они же не приводят к остановкам войн. Они не могут ограничить взорвавшиеся элиты отдельных государств, которые берут и бомбят города, да, которые уничтожают физиков-ядерщиков только за то, что они обладают профессиональными знаниями. Вы вспомните, как бомбили Иран. Кто-то спросил ООН, а если бы такое было у граждан Соединенных Штатов, поверьте, Трампу не надо было бы прятаться за какими-то поправками, его бы быстро ограничили в каких-то возможностях или наоборот поддержали. Поэтому еще раз, если элиты совпадают в интересах с гражданами, чего им этого бояться? А если элиты паразитируют на гражданах, и они будут ограничивать движение форума, они подпишут себе приговор. Главное, чтобы вы это понимали. И главное, чтобы вы были участниками форума, и чтобы вы были участниками борьбы за себя. Не против кого-то, а за себя. Вот бороться надо и дружить не против кого-то, да, как у нас принято, а за себя и за свое будущее, за будущее детей. Подписывайтесь, присоединяйтесь, и в Телеграм подпишитесь. Друзья, я долго не писал, было очень много загрузки, да, но сейчас еду в командировку, буду писать больше. Кто-то сегодня написал, что мало активности. Будет. Евгений Мураев был собеседником моим в прямом эфире, прям все вживую. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. На связи. Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.